Если вы интересовались покупкой недвижимости в Тбилиси, вероятно, вам попадался проект «Испанский квартал». Проект интересный, включает два блока. Один для инвестиций, другой для жизни. В этот проект входит компания Barcelo Hotel Group. Это международная пятизвездочная сеть, которая предоставляет высокий стандарт обслуживания во многих странах мира. И интересно, стоит ли в него инвестировать или это слишком рискованно? Сегодня как раз планирую обсудить все эти детали, посмотреть как на плюсы, так и на минусы, изучить базовую характеристику, прогуляться немного по Тбилиси, в частности по Исане, где находится сам комплекс. Поэтому устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем с вами обзор L Building «Испанский квартал» в Тбилиси. Река Мквари, улица Гулия, собственно мост Гулия. Это место граничит с улицей Ричарда Холброка, на которой располагается, собственно, сам проект «Испанский квартал». Давайте немного пройдемся по базовым характеристикам, чтобы понять, что он из себя представляет. Итак, «Испанский квартал» — это проект, который имеет два корпуса по 22 этажа каждый. Блок А полностью отведен под инвестиции. До 11 этажа это будут отельные номера, свыше 11 этажа апартаменты. Блок Б полностью отведен для жизни с жилым статусом. Теперь объект сдается в конце 2027 года. Застройщик L Building. Застройщик известный, в частности, строительством своего квартала в Батуми. На рынке застройщик под брендом L работает с 2017 года. Вообще свою историю начал намного раньше. Название компании L — сокращенная аббревиатура от имени основателя компании Элгуджа Турманидзе. В частности, L Building на слуху на грузинском рынке недвижимости, поэтому особо в деталях его описывать не буду. Но что хочется подчеркнуть, это именно ту управляющую компанию, которая будет заниматься управлением номеров в блоке А под инвестиции. Разберем ее более подробно. Barcelo Hotel Group – это гостиничная сетка, основанная в Испании в 1931 году. То есть эта компания без 6 минут, ей уже добрую сотню лет. Собственно, с тех пор она значительно расширила свои масштабы и сейчас управляет более чем 250 отелями по всему миру. Собственно, именно она будет располагаться в блоке А. Блок А – это, как я сказал ранее, полностью инвестиционный объект. Прямо сейчас это неочевидная локация для туристов. Понятно, что построить что-то в самой центральной части города — это задача очень тяжелая, если невыполнимая. Там очень дорогие цены, различные бюрократические препоны, вот, много сложностей. Но, например, если взять район Авлабари, который находится в 30 минутах от Исани, я думаю, как историческое место, оно будет более интересно. Но, с другой стороны, что такое 30 минут пешком? Итак, Авлабари. Я дошел сюда за 20 минут. Если возвращаться к вопросу, будет ли интересен Исани для туристов, если это будет интересно в плане цены, то, думаю, будет интересно. Поэтому на это расстояние между Исани до Авлабари многие туристы, я думаю, даже не обратят внимания. Это покажет для них просто мелочью. Поэтому доступная цена за хороший отельный сервис, пусть не в самом центре Тбилиси, я думаю, что это замечательное предложение. Более того, Тбилиси сейчас активно развивается в плане инфраструктуры. Например, за 2024 год мэрия города проинвестировала в развитие благоустройства более 95 миллионов лари. И к 2028 году, когда отель Barcelo будет полноценно функционировать, Исани, вполне вероятно, я предполагаю, станет прекрасным районом. Плюс, если верить отчетам Кулерса, а им, я думаю, что можно доверять, количество сделок в Тбилиси стабильно растет. Их сейчас даже по числу превышает большее количество, чем, например, в 2022 году, когда был бум на рынке недвижимости. Рынок растет и будет расти. Но интересные цены, я думаю, будут все равно ключевым фактором успеха для гостиничного бизнеса. Потому что, несмотря на развитие инфраструктуры, гостиничный бизнес сталкивается с растущей конкуренцией. Только на 2023 год в Тбилиси функционировало 28 брендовых отелей. Сейчас строится еще 20. Средняя цена за квадратный метр брендовых отелей растет из-за инфляции и увеличения эксплуатационных расходов. А вот уровень заполняемости из-за большого объема предложений на рынке снижается. Итак, определенно, что Исани — это не так уж и близко к центру города, но это может быть и преимуществом в плане того, что если Исани достроится и будет предлагать более качественную инфраструктуру,
при доступной цене, это и будет тем самым преимуществом по сравнению с другими брендовыми отелями. Испанский квартал представляет три категории инвестиций в свой проект. Первый проект – это покупка отельного номера, второй – это апартаменты, и третий – это покупка квартиры в корпусе Б, который полностью отведен для жизни. Если мы говорим о разнице между апартаментами и отельным номером, то она заключается в следующем. Во-первых, что общего у них? У них будет общее распределение прибыли между управляющей компанией, собственниками и собственниками в соотношении 80/20. Но в апартаментах будет индивидуальное распределение прибыли. В отеле будет котловой метод распределения прибыли. Теперь, в чем разница? Barcela – это не франшиза, это конкретная управляющая компания. Команда именно будет Barcela, которая будет управлять самим отелем. Она будет предоставлять более качественный сервис. Гости отеля будут пользоваться бесплатно инфраструктурой, которая располагается в корпусе А. Плюс у собственников, у инвесторов Barcela будет свой личный кабинет, где они смогут смотреть денежные потоки и как управляет, собственно, Barcela самим отелем. Плюс у них также будет своя рекламная кампания, которая будет направлена на то, чтобы привлечь потенциально новых клиентов. Дальше у них есть собственная база клиентов, которая выработана уже за долгие годы работы. В общем, Barcela – это команда профессионалов, которая предоставляет более стабильный доход от аренды, и это более надежная инвестиция. Апартаменты – это, скажем, более простой, но в то же время более рискованный вариант, но при этом цена входа в этот проект у апартаментов он будет ниже, чем при покупке отельного номера. Ну и третий вариант – это квартира для жизни. Там, я думаю, что никаких пояснений не требуется. Но в целом те, кто купит квартиру в блоке Б, что они получают? Они получают хорошую квартиру к моменту 2028 года в уже развитом районе города, в котором доступна хорошая транспортная развязка, позволяющая легко добраться до любой части города, в том числе до старого города, от Тбилиси. Вот, и который будет очень развитая инфраструктура. Инвестиция в этот проект выглядит перспективной, но важно понимать, что эта перспектива долгосрочная. На самом деле очень тяжело что-то прогнозировать, особенно на конец 2027 года, начало 2028 года. Справедливости ради стоит отметить, что, наверное, Barcela Hotel Group, там работают люди профессиональные, с дипломами MBA, CFA и другими регалиями. Поэтому просто так, наверное, они бы не стали заходить в район, который бы не изучили. Хотя, признаться, это довольно любопытно, потому что, как я понял, сама компания Barcela большинство отелями владеет именно на побережье. И если бы они зашли на Батуми, я думаю, что этот город больше подходил бы под менталитет самой компании. Хотя, если они зайдут на Батуми, я, наверное, не удивлюсь. Но да ладно. Сейчас давайте перейдем к презентации, посмотрим презентацию застройщика. Я также подготовил для вас файл, который записал со слов застройщика. Посмотрим рендеры, расчеты, цены и так далее. А после вернемся к прогулке. И вот я возле компьютера. Погнали к самой презентации. Начну рендер двух роскошных зданий в Исане с такой мягкой подсветкой по контуру. Здесь рендер сделан очень хорошо, много зелени на фоне, на заднем плане городские огни, которые создают дополнительную инфраструктуру. Дневной рендер же больше показывает точное расположение самого объекта возле реки. Фасад сочетает в себе остекление и металлические элементы. Ну, вообще, в целом, да, то, что сама река рядом протекает, добавляет некой статусности проекту. На фоне, особенно само расположение, на фоне очень выделяются традиционные застройки самого района. Открываются виды, получается, на водную гладь, на горы, на город. В комплексе будет разнообразная инфраструктура, о ней мы чуть позже поговорим, в том числе вот такой современный, стильный и хорошо освещенный подземный паркинг. Дизайн выполнен в темных тонах с акцентом золотистого освещения, разметка, четкие указатели направления движения, обозначение этажей, видно несколько роскошных автомобилей. Дизайн выглядит премиально, да, то есть вообще застройщик к этому подошел ответственно. Давайте еще немного посмотрим теперь официальную презентацию самого застройщика. Здесь на первом слайде снова ночной рендер испанского квартала. Стоит, наверное, больше обратить внимание вообще снова на детализацию этих рендеров. Вот эти звезды на небе, конечно, не может не радовать.
Рендер выглядит довольно реалистично. Вообще о проекте я уже говорил, он располагается в районе Исани по улице Ричарда Холбрука. Улица названа в честь американского дипломата. Вот еще очередной рендер, да, самого комплекса. Испанский квартал Тбилиси будет расположен на площади в 9000 квадратных метров. L-Building, застройщик, в партнерстве с Barcella Hotel Group объединили свои силы, да, в проекте Испанский квартал Тбилиси, как сказано в презентации. Про Barcella Hotel Group я уже немного упомянул, но еще добавлю, что это вторая по величине сеть отелей в Испании, одна из крупнейших в мире. Получается, оно управляет более чем 208 отелями в 25 странах мира. Во всяком случае, так сказано в презентации. Я находил информацию, что более чем 250 отелями управляет данная сеть. Вот еще немного слайдов по инфраструктуре. Получается, вся инфраструктура будет в блоке А расположена. На втором этаже блока А будет спа-центр, бассейн, фитнес-центр. А на первом этаже будет находиться, да, коммерческие помещения, рестораны, вестибюль и бар. Еще немного добавлю про подземный паркинг, он будет трехуровневый, на 150 машин и мест. По апартаментам. Апартаменты, ну вообще планировки апартаментов сделаны тоже на презентации довольно понятно, хорошо. То есть визуально можно, конечно, все это представить, как это будет на самом деле. Есть как стандартные, так и нестандартные планировки. Вот на данном моменте мы сейчас смотрим нестандартный вариант, да, планировки. Здесь вот такой угловатый дизайн с двумя выходами на балкон. Вообще стоит отметить, что в блоке А все апартаменты и номера будут сдаваться под ключ. А в блоке Б будет две опции. Это универсальный белый каркас, очень похож на зеленый каркас, да, то есть сделана прям отчетливо, хорошо сделана предчистовая отделка. Вот, но также можно сделать еще дополнительную опцию, заказать от застройщика это под ключ, то есть в блоке Б, в жилом блоке. Далее, это уже такой классический вариант, когда идет обыкновенная студия плюс дополнительная спальня. Вот еще один стандартный вариант студия, да, мы заходим, получается, в саму студию, с правой стороны у нас санузел, дальше по коридору кухонная зона, разделенная стеклянной перегородкой, спальное место и выход на балкон. Дальше, по инвестиции, да, вообще компания предоставляет инвесторам соотношение прибыли 80/20 в пользу инвестора, как и в апарт-отелях, так и в номерах Barcella. Разница будет в том, что собственники отеля будут получать прибыль не только арендную, да, но также и от продажи сервиса. Вот. Плюс владельцы, получается, номеров, они будут иметь котловой метод распределения прибыли, а не индивидуальный, как в апарт-отеле. А это значит, что вся общая прибыль будет собираться в один единый котел и потом распределяться на всех собственников. Собственно, если у вас будет больший номер, да, или более лучший номер, у него будет больший коэффициент и больше прибыль от общего котла вы будете получать. Что еще бы хотел обратить внимание, вот такие красивые статуэтки вообще располагаются в большинстве отелей Barcella, и испанский квартал не будет исключением в Тбилиси. Как по мне, это очень красиво. Очередной ночной рендер Тбилиси. Мне, наверное, больше нравится вот такой рендер. Да? Тбилиси вечером очень красивый. Сдача объекта идет ноябрь 2027 года, запланирована застройщиком. По расположению я уже многое что показал, рассказал. Теперь я предлагаю посмотреть тот сам файл, который я для вас подготовил, да, ту сжатую таблицу, о которой рассказывал. Это инвестиционный и жилой проект, да, по статусу. Вообще в районе Исани сейчас множество новостроек, район застраивается. Например, напротив самого Элта строится Апекс, прямо через дорогу. Исани, да, это не самый передовой район, но важно отметить, что это и не окраина города. Рядом есть метро, торговый центр. Я вот подготовил всю эту информацию на карте. Получается, вот в этой локации находится сам проект по улице Ричарда Холбрука. Вот такой небольшой парк, мы его проходим, как раз проходим до Исани Молл торгового центра, и там через дорогу уже будет метро. Показывает, что примерно пешком это 23 минуты, хотя, честно, я вот доходил, это было в районе 15 минут, наверное, все зависит, конечно, от темпа ходьбы. Вот, еще по значимым местам в Тбилиси, Площадь Свободы, это примерно вот здесь находится. Я вообще просто подготовил... Получается, карту специально так подобрал, чтобы было больше понимания для покупателей или будущих арендаторов, да, где будет располагаться сам отель. Ну и вот парк в Оке примерно вот на таком расстоянии от самого проекта. Средняя арендная плата по району. У моего знакомого, он продал несколько квартир человеку, который взял, скажем, ну не в новостройке, но довольно таком старом доме, несколько квартир под ремонт.
и для сдачи в аренду. Вот сейчас он сдает, получается, однобедрумную квартиру в районе 600-700 долларов в районе. Я думаю, что это реальная цифра, на которой можно опираться. Дальше по району. В связи с ростом новостроек и увеличением торговых помещений Исани имеет потенциал развития инфраструктуры. По проекту 2 блока по 22 этажа, по 12 квартир на этаже. Это вот в блоке Б, в блок, который для жизни. В апартаментах в блоке А, в связи с тем, что там больше студий, да, потому что это отель, там, получается, юнитов будет больше. Вот в блоке А 306 юнитов, в блоке Б 243 юнита. И что стоит вообще отметить вот по фишкам проекта, Барчелло это не франшиза, да, это полноценный отель, который будет управляться непосредственно испанской сетью Barcelona Hotel Group. То есть в отличие от обычной франшизной модели, где локальные владельцы больше используют бренды и стандарты отелей, здесь будет непосредственно заниматься управлением сама Barcelona Hotel Group. Это означает то, что все моменты, связанные с обслуживанием, с управлением, с маркетингом, бронированием, наберет на себя профессиональная команда, да, отельного оператора и избавляет инвесторов от этой головной боли. Вот. Также для инвесторов это означает то, что отелю будет управляться пятизвездочная сеть. Соответственно, инвесторы могут вполне ожидать высокий стандарт сервиса, контроль, да, за этим сервисом и более грамотное управление бизнесом, что, собственно, конечно, влияет непосредственно на стабильность и высокую доходность. Дальше. Сдается объект планируется сдаться в ноябре 2027 года. Конечно, бывают задержки, но я думаю, что к сезону 2028 года отель будет уже функционировать. Застройщик L-Building, о нем я много рассказывать не буду, я думаю, застройщик известный. Про паркинг еще добавлю. Минус первый этаж полностью идет для Барчелло, а минус второй и третий этаж он продается. И они, все эти паркинг места, в принципе, одинаковые по площади, 13 небольших метров. Получается, минус второй этаж можно будет приобрести за 11 тысяч долларов, а минус третий за 9 тысяч долларов. Что еще интересного рассказать? Как я сказал, блок Б можно купить под ключ, да, не в белом каркасе, нужно будет заплатить дополнительно 700 долларов. Вот есть такая возможность. Будет газ, в студии будут индукционные плиты, центральное отопление предлагает котел в каждой квартире на балконе, то есть это и есть центральное отопление в Грузии. В блоке А будет большая котельная полностью на весь блок. Кстати, в блоке Б, да, будет двухконтурный котел. В договоре указано, что будут проведены все коммуникации до точек, то есть будет выполнена стяжка, белые выровненные стены со штукатуркой, будет балкон полностью отремонтирован, что немаловажно, потому что не каждый застройщик это предлагает. Панорамный балкон будет полностью застекленный, на балконе будут гардеробы, шкафчики и так далее. В A все террасы и блоки с мебелью, то есть не просто стол и стул, вот как я написал в кавычках, но и диванчики, мягкая мебель, пуфики, качели, в общем, максимум комфорта. По обслуживанию. 90 центов на квадратный метр, но не более 40 долларов от площади. Это во всех блоках, кроме отельных номеров. Там будет 1 доллар 10 центов. По дополнительной плате только будет установка счетчиков. Планировки мы сейчас тоже с вами посмотрим на сайте. Я подготовил для вас несколько точных вариантов. Получается, один взял в апартаментах, другой взял в отельном номере, один взял в жилом блоке. Цены постарался подобрать самые доступные. Вот, дальше. 4 лифта на каждом блоке. Марка лифта пока неизвестна. По капитализации начинали они с 1200 долларов. Сейчас уже цена более чем 2000 долларов за квадратный метр. По условиям покупки здесь идет стандартный 30% первый взнос. И на 35 месяцев, вот на февраль 2025 года, когда я записываю это видео. На последний и расчетный месяц, да, можно уйти в ипотеку. То есть в целом условия по рассрочкам и первым взносам, они гибкие. Можно как бы немного опустить первый взнос, если немного не хватает. То есть условия хорошие. Вот. Но стандартные условия это вот 30%, как у большинства застройщиков. Внутренней ипотеки никакой нету, то есть в момент строительства она недоступна. Вот. Но в любой момент можно сделать уступку прав требования и даже реструктуризацию долга для нового владельца, да, если вы покупаете апартаменты с целью перепродажи. Вот. На вопрос застройщика, что посоветуете для перепродажи, застройщик порекомендовал студию номер, так как более низкий порог входа в сравнении, если мы берем one-bedroom. И, соответственно, если номер управляет Барчелло, она более ликвидна. Так, и вот первый вариант 1503.
Сейчас я их тоже на сайте открою. Так, 1503. То есть, получается, мы просто наводим курсор на здание, выбираем 15 этаж, и вот 1503. Это студия 38 с небольшим квадратных метров. По расположению, что куда смотрит, здесь есть вот такой интересный тоже файл. Получается, у нас улица Ричарда Холбрука вот здесь внизу. Соответственно, здесь внизу вид на реку. В эту сторону студия смотрит вот с видом на город. По условиям покупки, по файлу. 1503. Цена метра $2190. Это апарт-отель. Площадь 38,61. И общая стоимость $84 556. С 30% первым взносом это $25 367, и оставшаяся сумма распределяется на 35 месяцев. Да, это вот такая стандартная условие покупки, и с ежемесячным платежом $1691. По номеру в отеле, это вот 309 я взял специально, чтобы вам показать. Так, мы сейчас спустимся на 3-й этаж. Получается, до 12 этажа, то есть 11 этажей, это все номера. Вот я взял 309 с видом на реку. Получается, по площади это 30 с небольшим квадратных метров. И, ну, вообще, наверное, стоит сказать, что апарт-отель и номера, если вы покупаете там квартиру, да, вот, недвижимость, то в целом нет разницы, куда что смотрит, потому что здесь котловой метод распределения прибыли, но вот 309 мне показался более чем интересный, как и по цене, так и по видам. Здесь уже квадратный метр вырастает до почти $3000, 2900. Площадь меньше, да, в сравнении с апарт-отелем, здесь было почти 40 метров. И общая стоимость $87 986. Первый взнос $26 400 и ежемесячный платеж $1760. Вот, но зато это Parcella Hotel Group. Дальше идем. Получается, посмотрим еще жилой комплекс. Там я взял площадь побольше, специально, ну, если вы покупаете для жизни, наверное, лучше взять что-то побольше, поуютнее. Это номер 1311, именно квартира, да, 1311. И идет она с видом на реку. Здесь вот такой большой балкон, и, в принципе, видовые характеристики, вот эту водную гладь, реку будет видно. И эта квартира стоит $2150 за метр. Я хочу здесь сразу оговориться, что это цена под ключ, поэтому ее можно купить на $700 дешевле. Площадь 63,38 квадратных метра и общая стоимость $136 267. Первый взнос практически 41 тысяча. На 35 месяцев это $2725. Дальше. Теперь давайте посмотрим тот самый файл доходности, который мне прислал застройщик. Файл застройщика довольно прост и понятен. Здесь взяли в примере студию 34 квадратных метра, тоже по стоимости 2900 за квадратный метр. Соотношение, ну, получается, прибыль рассчитали по месяцам и нашли среднюю температуру, да, по комнате вот, за год. Откуда получаются эти цифры в месяц? Они получаются вот из этой таблицы. Здесь мы видим общее количество дней в месяц, когда будет сдаваться тот или иной номер в месяц. Дальше заполняемость. Вот в январе 60% заполняемости. Цена за ночь. Мы тут видим также, что застройщик прогнозирует прогнозирует заполняемость до 80% вот к сезону. Но, как по мне кажется, заполняемость довольно оптимистичная. Когда начинает отель работать, он работает, скажем так, не сразу полноценно, то есть открывается несколько этажей, плюс к 2028 году, вероятно, конкурентность на гостиничном рынке увеличится. Но если не застройщик, а сама Barcella Hotel Group сможет добиться такой заполняемости при таких ценах, то можно ожидать на следующую доходность. То есть вот доход от сдачи в аренду практически 194 тысячи, идет доход от спа доход складывается от напитков и еды и напитков. Вот, идет общий доход практически 383 тысячи, из которых вычитаются операционные расходы. И потом все это примерно делится на общую квадратуру, вот она отсюда здесь была взята, 7448 метров, и получается примерный доход на 1 квадратный метр. Собственно, в этой формуле оно так и получилось.
Потом из этой прибыли вычитается 10% налог, вычитается insurance, страховка, да, за недвижимость, обслуживание $1 и 10 центов и профит, который получает инвестор. Да, примерная оценка рентабельности на этот номер в отеле варьируется что-то возле 9% annual return. Вот, получается, такую доходность мы посмотрели с вами цены, презентацию, инфраструктуру, а теперь мы возвращаемся на прогулку в Тбилиси. И мы снова вернулись на прогулку. Сейчас я нахожусь в самом центре Тбилиси. Это река Тквари или Кура. Вот, у нее два названия. Вообще, она начинает свои истоки с Турции, идет также по Тбилиси и уходит вплоть до Каспийского моря. Вообще, исторически здесь часто строили замки, церкви, одна из них вот у меня сейчас за спиной. Вообще, река играла большую роль в жизни людей в давние времена. Соответственно, здесь сейчас уже на данный момент река Тквари имеет тоже ключевую роль. Здесь можно прогуляться, также на катерах. Здесь находится много достопримечательностей, и в том числе знаменитый мост мира, который тоже проходит через эту реку. И вот он перед вами. И стоит тоже заметить, что сам комплекс, про который я уже сегодня много рассказываю, тоже находится примерно в 200-250 метрах от реки Тквари. Вот, я думаю, что к 2028 году там набережную сделать тоже прогулочную набережную, там можно будет также отдыхать. Сейчас, конечно, хороших мест для прогулки Исани пока что не располагает. Но здесь можно будет погулять и полюбоваться видами. А сейчас я нахожусь в самом известном месте Тбилиси. Это Абану-Тубани. С Абану-Тубани связана история зарождения города. Царь Вахтанг Гаргасали, охотясь в чаще леса со своим соколом, обнаружил термальные источники. Когда его сокол скрылся, преследуя добычу, царь отправился на его поиски и нашел ущелье, где находились термальные воды. Оценив их пользу, царь решил построить на этом месте город. Так появился Тбилиси в 455 году. Итог. Тбилиси старинный большой город, и каждый район его развивается своим темпом. Центр уже, например, давно сложился, а вот Исани имеет потенциал роста. Также, подводя итог, добавлю, что испанский квартал – это амбициозный проект. Серьезным плюсом его является то, что у него заходит пятизвездочная сеть Barcelo Hotel Group. Также Исани – это перспективный район, и к 2028 году добавится новая инфраструктура, которая сделает район еще более привлекательным. Элт, застройщик, который у всех на слуху, у него за плечами уже несколько реализованных проектов. Тем не менее, сам проект находится на начальной стадии строительства, и поэтому важно быть готовым ко всему. А что думаете вы? Купили бы вы номер в Barcelo? Если обзор был для вас полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это очень поможет продвижению, и другие люди тоже увидят полезную информацию. Спасибо, что досмотрели обзор до конца. До встречи в следующем видео. Bye.